Я здесь родился и вырос. Странно было оказаться здесь снова, как будто меня тут и не было. Все те же заводы, дымящие трубы, люди в черных пуховиках. Ничего не изменилось. Я был обычным норильчанином, работал в шахте, катался только по выходным. Всегда мечтал оказаться на плато Путарана, но на то время сделать это было невозможно. Спустя 7 лет после моего переезда в Сочи мне позвонил друг детства, Илья Калинский. Он рассказал, что начал заниматься туризмом на плато, вне зависимости от сезона. У него была вся необходимая техника, чтобы добраться до столь отдаленных мест. Идея фильма мне пришла в голову, когда я познакомился с Егором на склоне в Сочи. Я знал, что он очень опытный райдер, посвятивший большую часть своей жизни катанию в горах. Я рассказал ему о плато Путарана, ему понравилась локация, так мы начали работать над нашим проектом. Отправляясь на Норильск, мы понятия не имели, что нас ждет, кроме холода. Смотря на фото с красивыми видами, которые присылал нам Илюха, было понятно, что снег там не в лучшей кондиции. Но необычный рельеф и место нас привлекали больше. В первые дни мы поехали на местный спот в городе Толнах. Как мне сказал Антоха, это огромнейшая мусорная яма, засыпанная большим количеством снега, вроде местного бэккантри спота. В поисках мягкого снега и интересного рельефа мы объездили все склоны вблизи города, но так ничего и не нашли. Из-за постоянных ветров и мороза склоны очень жесткие и скалистые. В местах, где надувает снег, образуется корка, и снег очень нестабильный. Это как лотерея. Ты фигачишь вниз и не понимаешь, в какой кондиции ты окажешься в ту или иную секунду. Малейшая ошибка, потеря контроля, и тебя разматывает об острые камни. С самого начала у нас все шло не по плану. Погода колебалась от плюсовой до минус 30. Поломка снегохода вносила свои коррективы. Но мы не стали терять время зря и пошли кататься в город. 2 дня мы пилили снег, а точнее лед. Познакомились с местными жителями. Вот это реально классно!
Несмотря на погоду, мы решили отправиться на плато Путарана, так как времени до окончания нашей поездки оставалось немного. На плато мы выдвинулись не в очень благоприятную погоду. Началась буря. Видимость была плохая, снегоход застревал через каждые 100 метров. Мы решили остановиться в ближайшем охотничьем домике и выехать утром. Утром погода наладилась. Позавтракав олениной, мы отправились на плато. Чем дальше мы отдалялись от города, тем более дикий и необычный ландшафт открывался перед нами. Резкие и скоростные стенки с кучей всевозможных дропов и спайнов. Складывалось впечатление, что мы попали в мекку фрирайда. И это все наше. Но это нам только казалось. Пять часов пути, и мы на месте. Остановились в маленьких гостевых домиках на озере Лама, в усадьбе Жар-Птица. Утром следующего дня мы заправили снегоходы и выдвинулись к ближайшим горам, чтобы сделать пару спусков. Наши ожидания по лучшей кондиции снега на плато не осуществились. Все стало только более серьезным. Отсутствие сотовой связи, дикая локация и в случае чего помощи ждать не от кого. На третий-четвертый день нашего пребывания мы решили подняться на самую высокую гору на плато. Гора Фестивальная, высота 1600 метров над уровнем моря. Осмотрев гору снизу и выбрав свои линии, мы начали с Антоном подъем. Три часа подъема, и мы на верхней точке. Вся верхняя часть хребта была настолько передута ветром и бесснежна. Складывалось впечатление, что мы зашли на пик каменного карьера. В итоге у нас оставалась всего одна линия, и мы решили ехать ее вдвоем. Затем произошло это. Лавина. Ведем. Засыпало. Ведем. Водопад. От скалы. Миша, щупом туда. Егор спускается, его скинуло со скалы. Антона слышно, Антоха, здесь все в порядке, говорит он там. За новую жизнь. После инцидента с лавиной, в котором Антон чудом остался жив, дальнейшее наше пребывание на плато было бессмысленным, так как все склоны были максимально заряжены лавинами. Мы решили немного отдохнуть, сбросить напряжение и съездить на рыбалку.
Вернувшись в город, у нас оставалось несколько дней до конца нашей поездки, и мы решили воспользоваться городским рельефом.